Всем привет! Меня зовут Андрей Косяков, и это наши видеоуроки для дизайнеров. В прошлом видео мы с вами поговорили про статику, как ее собирать и что это вообще такое. И в данном уроке, в сегодняшнем уроке, мы поговорим про анимацию. Я расскажу основные этапы анимации, некоторые нюансы работы с анимацией. То есть мы поговорим об этой теме в общем. Итак, статика собрана в After Effects, подготовлена к анимации. Персонажи стоят на месте. Что мы делаем дальше? Мы приступаем к ригу персонажей. То есть добавляем кости, добавляем контроллеры. В основном, чаще всего мы используем Duik. Но кому как удобнее. То есть Duik просто самый такой доступный, бесплатный инструмент для After Effects. И после того, как мы отригали персонажей, мы готовы переходить к следующему этапу. Это аниматик. Напомню, что такое аниматик. Аниматик — это набросок анимации. То есть мы не углубляемся в детальную анимацию, а просто расставляем персонажей. Вот он здесь там тупит, стоит 1,5 секунды примерно по сюжету. Потом он побежал сюда, вот мы переместили героя сюда, здесь он умер, он исчез и так далее. То есть супер простой набросок. Об этом я рассказывал в одном из предыдущих наших уроков. Для чего делается аниматик? Чтобы мы понимали, что в какое время происходит, хватает ли у нас тайминга, точно ли мы попадаем, там, соблюдаем все микропаузы, все вот эти правила, чтобы все смотрелось гармонично и понятно. То есть, еще раз, вот у нас, допустим, начинается ролик, по сюжету персонаж моет полы, стоит, там, допустим, представляем, да, вот я мою полы, 1,5 секунды, персонаж, охранник его бьет. В принципе, они не перемещаются, здесь мы можем сильно не двигать, но можем как-то какие-то акценты сделать и хотя бы засечки сделать, да, что вот у нас, допустим, 3 секунды, у них первое взаимодействие. Я могу обычно либо проигрываю в голове и прям ставлю таймер, либо можно разыграть эту сценку, прям немножко подвигаться, да, чтобы понять, сколько нам нужно на это времени ориентировочно. Допустим, 3-4 секунды. Можно уже, если у нас персонажи уже зариганы, немножко их задвигать, чтобы понять. Потом с 3 секунды врывается зомби. Значит, здесь у нас сначала выламывается дверь, это примерно 15 кадров. И вот у нас, значит, 3 секунды тупежа. Там я, видимо, на 3 минутах поставил. Ставим засечку. F2 сбросить все выделения, чтобы поставить засечку именно на таймлайне, а не на слое. То есть, если мы выделим слой и нажмем звездочку, звездочка — это маркер поставить, то у нас появляется на слое. Дверь выламывается. 5 секунд. Ставим точку позиции. Зомби забегает резко и решительно. И, конечно же, у нас анкерная точка. У него где-то на... Ну, вы поняли где. Ставим обязательно ее по центру. Вот. Допустим, нам нужно где-то 2 секунды, чтобы добежать. Добегаем. Можно даже посмотреть, как это будет выглядеть. Я представляю, что это довольно-таки медленно, можно ускорить. Стараемся сохранить время, лучше у нас ролик покороче получится. То есть представляем шаги, 1, 2, 3. 3 шага ему надо сделать, чтобы таких широких, чтобы добраться. 1, 2, 3, добежали, отлично. Где-то здесь, наверное, у нас охранник может уже обернуться и увидеть зомби и испугаться. Ага, увидели. Бах. Вот он на него здесь накидывается. И у них начинается борьба. Кладем охранника на землю. Сверху кладем на него зомби. У них начинается возня. Когда у нас ребята приходят из сферы моушена, но без опыта работы с креативами, все хотят добавить красоты. Особенно если у них было мало опыта работы с персонажной анимацией. Это так кайфово разбираться в этом. И хочется всегда вот придумывать какие-то приколюхи, эмоции, оставлять время на какие-то детали. Это классно, это офигенно, но не забывайте, что мы делаем рекламные креативы. Просто не первый раз, вот даже на этом ролике,
замечательный дизайнер делал, но также у него был небольшой опыт еще работы именно с рекламными креативами, очень много добавлял деталей, которые в рекламных креативах зачастую не нужны. Почему? Потому что здесь мы делаем не мультфильмы, а именно рекламу. А в рекламе один из важных параметров – это динамика. То есть нужно захватывать зрителя, то есть постоянно. Если у нас есть мультик, то мультфильмы мы смотрим уже с определенным настроем. Мы сели, взяли пивко, отдыхаем и погружаемся в мультфильм. А здесь же у нас реклама, то есть вот человек листает абсолютно с пустой головой ленту в каком-то из площадок, да, в Инстаграме там, неважно, в ТикТоке или еще где-то, и реклама. И нужно его сразу схватывать, динамика, чтобы удержать. Он не готовился садиться смотреть эту рекламу. В отличие от мультфильма, который мы уже там хотели давно посмотреть. Поэтому здесь лишние детали, они могут его отвлечь, и он уйдет, он перелистнет. Поэтому динамика очень важна. И приколюхи тоже важны, но их надо очень грамотно вставлять сюда, чтобы не потерять внимание зрителя. А внимание зрителя здесь у нас на первом месте. Так вот, момент, который надо было сделать сразу. Мы создаем новую композицию 1920 на 1920. Это наша основная композиция, в которой мы, собственно, будем анимировать камеру и так далее. Смотрите, создали композицию, назовем ее Main. И сюда давайте закинем сетку. И сюда мы перемещаем нашу композицию основную. Подгоняем ее под сетку, которая у нас уже есть. И вот у нас было действие. Обратите внимание, что персонажи у нас смещаются в кадре. Сейчас расскажу немножко про смещение камеры. Камеру можно смещать как? Смещая основную композицию, вот она, основная длинная портянка наша, да, которая вот у нас с разрешением 7000 на 3000 в кадре. Как и использование камеры. Сейчас многие скажут, да, типа камера же топ. Согласен, камера использовать можно, но я считаю, что удобнее двигать композицию. Лично для меня. Если нам нужен эффект параллакс, когда у нас есть по оси Z раскиданные слои заднего фона, дальний фон, средний фон, ближний фон, и у нас там идет смещение немножко заторможено, то есть передний фон быстро смещается, средний медленнее, задний еще медленнее, то тогда да, нам нужно использовать 100% камеру, по-другому здесь никак. Тогда у нас прямо здесь, в основной композиции 1920-1920 будет вот все слои со статикой, и здесь мы уже будем двигать камеру с помощью камеры. Да, то есть у нас слой, layer, new, камера. Это тоже отдельная тема. Вот, но сейчас мы этого не будем делать, у нас есть просто перемещение. И вот у нас где-то здесь там выламывается дверь, соответственно, камера смещается, просто по позиции смещаем, что у нас здесь бах, выбивается дверь. О боже мой, что происходит? И забегает зомби. Держим кадр, стараемся держать и смещаем на центр. Важное правило, одно из. Все ключевые объекты происходят в центре кадра. Так, даже можно вот так вот, чтобы у нас и герой тут остался. Да, вот так вот, вот сюда вот. JK, перемещение между ключами быстрое. Тын-тын-тын-тын. Бах. Упали. И тут у нас персонаж побежал туда. Смотрите, есть такая штука. Работа в двух окнах. В одном окне у нас композиция, с которой мы работаем, а в другой у нас композиция объекта какого-то. Или персонажа. Чаще всего персонажа. То есть
смотрите, нажимаем кнопочку Main, New Comp Viewer. Хоп, у нас появился New Comp. Он у нас залоченный. Все. То есть мы его не трогаем. А здесь открытая композиция. То есть если мы перейдем в другую композицию, это у нас останется композиция. Все, она не двигается. А здесь у нас во втором окне появляется уже композиция для редактуры. Для чего это нужно, сейчас покажу. Важный инструмент. Вот у нас, значит, персонаж тут. Здесь у нас происходит борьба, да, мы сейчас в main композиции. То есть вот они поборолись, и потом можно сделать, перевести уже акцент на нашего персонажа и на дверь. О, что делать? Да, там пам-пам-пам-пам-пам. Персонаж побежал. Вот он развернулся. Бежит, мы еще пока что камеру не двигаем. Оп, он в центре кадра. Все, ставим позицию и побежали за ним. Там. Следим. Здесь у нас ключи не мягкие, поэтому проследится камера ровно, он всегда будет в центре кадра. Да? Если у нас мягкие ключи, то надо проверять где-то в центре, вот здесь смотреть, чтобы камера не убегала вперед или наоборот назад. Вот, то есть побежали, здесь что-то решаем. Движение камеры и движение персонажей по локации нужно делать одновременно. То есть не так, что сейчас я здесь в основной композиции со статикой сделаю полностью всю анимацию, а потом уже подвигаю камеру. Не, нифига, так не работает. У нас есть микропаузы, нам нужно за этим следить, поэтому камеру двигаем сразу. Мы можем пока что без мягких ключей ее двигать, да, то есть ориентировочно. Тем более вот сейчас мы еще пока что на аниматике зациклились. Вот, то есть следим камерой за персонажем и за ключевыми действиями. Потом, может, там что-то произошло, камера чуть-чуть сместилась. Но вот у нас идет слежка вот таким образом через основную композицию, просто двигаем ее по позиции. Для чего нам нужно два окна? Давайте вот это залочим. Вот у нас есть персонаж, он зариган, он в отдельной композиции. Вот у нас, да. New Com Viewer создаем. Вот здесь у нас он двигается. Ему нужно, не знаю, стукнуть вот этого чувака по башке. Мы переходим вот в эту композицию. Здесь у нас замечательный Рик, его сейчас, конечно же, нет, но он должен быть. Вот он стоит, ему нужно почесать голову зомби. Мы здесь его двигаем, его части тела с помощью замечательных контроллеров, а здесь мы следим, чтобы этот объект взаимодействовал грамотно с этим, чтобы если он хочет ему почесать голову, чтобы он ему не почесал случайно другие части тела. Отлично. И таким образом мы собираем аниматик. Давайте немножко ускоримся, потому что урок уже затягивается, но анимация — это очень обширная задача, в принципе, как и статика, но в анимации, наверное, еще больше вопросов и нюансов. Собрали аниматик, персонаж у нас летает как квадратик по локации, прикинули, все работает хорошо. И после этого мы уже начинаем дорабатывать анимацию более детально. То есть, ага, вот здесь он встал, он там добавили ему идол, здесь он покачнулся, здесь он что-то добавил, да, ну это мы уже в прошлых уроках обсуждали, что про этапы анимации, да, что сначала у нас идет этап аниматика, потом этап основной анимации, то есть накидываем, он уже приседает, там рыбы можно без эмоций, без брызгов, без эффектов. Ну и потом в дальнейшем мы уже украшаем, то есть добавляем всплески, эмоции, какие-то дополнительные движения, вспышки, отдачу и так далее. И таким образом мы собираем уже основную всю анимацию. На самом деле про анимацию, повторюсь, можно говорить бесконечно. Здесь уже все происходит на ваш вкус и цвет, как вам нравится, как у вас у каждого свой подход, у каждого свой стиль. И это здорово, потому что креативы в таком случае получаются разнообразными, сочными, смачными и классными. Давайте еще раз пройдемся. Значит, собираем, сначала экспортируем наш PSD-шник в статику, в After Effects статику добавляем, потом экспортируем все это в PNG, заменяем PNG PSD, добавляем персонажей, собираем аниматик. Потом
накидываем уже более детальную анимацию. Давайте посмотрим, вот она тут есть где-то наверняка. Это уже финальный. Вот у нас, вот он герой. Вот у нас его анимация. Вот видите, он все что-то делает. Так, Newcom Viewer. Вот, видите, да, то есть вот у нас что-то делает. А здесь мы это все видим. Хоп, хоп. Но при этом, если мы здесь проиграем эту анимацию, то здесь она не будет проигрываться. Но все равно, чтобы взаимодействие происходило, вот два окна — это оптимальное решение. Расставляем, собираем аниматик примерный, согласуем его, что у нас все успевается по времени, все классно. Потом начинаем уже анимировать персонажа, нагибание, вот эти все дела, то есть убираем пока что детали. И после этого уже доукрашаем. Анимируем интерфейс, вспышки, эмоции и все необходимое. Итак, мы сегодня разобрали, что такое анимация, как ее собирать и из чего она состоит. А в следующем уроке мы поговорим с вами про ресайзы, как их собирать и как разносить интерфейс грамотно по ресайзам. Также хочу добавить, что это довольно-таки обширные темы, то есть вы сами видите, что и в статике есть много нюансов и много всевозможных правил, так и в анимации их есть очень множество, поэтому обязательно пишите в комментариях, если есть что-то дополнить или есть у вас какие-то вопросы, спрашивайте, с радостью на все отвечу. А на сегодня это все, всем спасибо за внимание, всем на связи, всем пока!